Но я уже не молодой. Если я в день играю 15 игр ММА, то это не значит, что мне это нравится. Люди сами возносили меня, что ли. Я для этого ничего не делал. Если человек может справиться, считая, на каждой роли какой-то, то он хай-скилл игрок. Итак, друзья, мы смогли выцепить Рамзика, он же керри команды Virtus.pro. И начнем с самого важнейшего вопроса, ясное дело, потому что куда уж без них. Компидос купил? Да. И чё, он как тебе? То нормально, вот себе 1200 левел купил. Это около 10к, насколько я уже понял. 10 чего, рублей? Нет, баксов вроде. Нет? Да нет, там 30 тысяч рублей стоило. 30 тысяч рублей, окей. А среди друзей ты на каком уровне? Да там примерно все один и тот же покупают, потому что последняя фраза на 1200-м, вот, наверное, из этого. Понял. И как тебе вообще шмотки там и все остальное? Понравилась шмотка на Nike, вот эти когти золотые, прикольные. И на дровку прикольная шмотка. Остальные такие, менее какие-то. Ну, охота выбить Аегис. Ага. Вот, ради этого, наверное, все покупают. А так, чисто интерес. Чисто фановая штука, да. Что касается, опять же, уже более серьезных предметов, ты все-таки являешься таким лидер-опинионом, да, ну даже не лидер-опинионом, скорее образом киберспортсмена молодого, того человека, который продвигает среди вот конкретно определенной аудитории киберспорт и конкретно доту. И стал им, я не знаю, то есть как это вообще само по себе произошло? То есть твои менеджеры сказали, вот иди снимайся вот сюда, а потом вдруг хоп, Head and Shoulders и так далее? Но я уже не молодой, у меня уже 3-й десяток. Ну, может быть, как я был им год или 2 года назад, когда я только вступил в Virtus.pro, потому что не было такого русского примера игрока моего возраста, который может выигрывать, ну, мажоры, ездить на все турниры. То есть люди сами как-то возносили меня, что ли. Я для этого ничего не делал. Ага, и то есть просто пришли контракты, сказали, давай вот Рамзика нам. А по поводу контрактов, как я раньше у нас всем этим занимался Лил, но потом его не стало, скажем так, и контракты ушли другим игрокам. Понял. И не давит ли на тебя вот это вот, можно сказать, образ, ответственность, вот это все? То, что на тебя возложили? Да нет, я не ощущаю на самом деле. Есть повышенное внимание, я там условно не могу в Москве, там даже на метро условно тяжело ездить. Вот, наверное, все. То есть тебя это раздражает, когда к тебе начинают постоянно подходить? Да, это очень, скажем, навязчиво. Мне больше охота спокойной обстановки. И я выберу, допустим, условно проехаться на такси в 3 раза больше времени, чем поехать на метро. Ну да, в Москве это, кстати, реально сложный процесс. Вообще, ты часто выбираешься куда-либо? Смотря какой период. То есть, если у нас есть буткемп, то я почти не выхожу из дома. Мы можем там выйти в парк прогуляться, там освежить голову и все. Когда у меня свободный график, я частенько куда-то езжу. Какие твои любимые места? Чем ты занимаешься обычно вне игры? Ну, когда я дома, я с друзьями там в футбол играем. Ну, я в зал начал ходить. Как тебе, не скучно? Большинство считает просто, что зал — это скука смертная, я вот сам начал ходить. Ну, у меня просто больная спина, и мне приходится... Ну, то есть это как... Не то, что мне нравится, это как нужно. Ну, ты еще не втянулся? Нет. Сколько уже занимаешься? Да я так хожу там раз-два дня в неделю, чисто когда нечего делать. Ну, а период уже полгодика где-то прошло, или ты так? Ну да. Понял. И ты все еще никак не можешь это воспринять как удовольствие? Нет. А в футбик ты гоняешь прямо во дворе, типа с друзьяшками? Не, мы там снимаем, ну, как я понял, они снимают комплекс там какой-то, и ты в зале играешь. 5/5? Да, Понял. 4/4. На кем играешь в основе своей? Ну, такая твоя любимая роль. Ну, я всегда был нападающим, но у меня дыхалочка слабая сейчас, так что я так иногда могу побегать, а иногда отдыхаю в защите. Понял. А кино, все остальное, какие тебе Ну да, жанры? как обычные люди. Ну, а жанры какие? Там, не знаю, у нас сейчас все играют по «Мстителям», по «Игре престолов», по вот этому всему. Я был на «Мстителях» 10 минут, мы купили 8 билетов, и в этот же момент, когда были «Мстители», был первый матч Ливерпуль-Барселона. И мы посидели с Лехой 10 минут на «Мстителях», и у нас была бронь в баре, и мы пошли в бар. Понял. То есть футбол все-таки лучше, чем «Мстители». Хотя ты еще не знаешь даже, насколько они хороши или плохие. Да я не особый фанат Марвел, то есть я не смотрел вообще ни одной части. Я пошел, чисто за компанию.
Понял. Как раз уж ты заговорил о футболе, сегодня, значит, вчера произошел тот самый камбэк от Ливерпуля, смотрел. Да. Как оно вообще тебе? Ну, Ты за кого вообще был? Я всегда болею против Лехи, а Леха всегда болеет за Ливерпуль. Понял. Получается, я болею за любую команду, кроме Ливерпуля. И я немного расстроился вчера. О, ну да, вчера было очень крепко, на самом деле. Что касается, опять же, победителя чемпионата, как, по-твоему, кто будет в финале и кто выиграет? Да, я думаю, с Аяксом будет игра очень, на самом деле, интересная. Вообще с удовольствием бы посмотрел. У меня просто все, кто были до этого на интервью, говорят, что Аякс должен победить. По-твоему, тоже? Или Ливер все-таки сильнее? Не знаю. Окей. Что касается, соответственно, уже самой доты, последнее время, то есть как вот тебе нынешние методы, которые влетели, вот эти наги-сирены, вот это все дровки, соответственно, ликаны, тебе все это хорошо с точки зрения количества часов наигранных на этих персонажей и удовольствия, которое ты получаешь от них? Или так себе? Ну, Нага, герой, как в ММе, на ней очень кайфово играть. Потому что если ты стоишь там с 2000-ником на линии, у тебя есть всегда вариант уйти в лес там, на 3-4 минуте, и просто, чтобы ты его не видел. И мне нравятся такие герои в ММе с иллюзиями, которые могут очень рано уйти в лес. Террорблейд, Нага — это, считаю, одни из самых любимых моих героев, именно в ММе. На профессиональной сцене тоже я очень люблю Террорблейда. На Наге еще не играл, но очень много практиковался. Почему, кстати, вы не берете, если взять, что сейчас вообще мета пошла явно на нее? Ну, мы не так много и официальных игр сыграли. Да, сыграли сколько? 3x3 всего лишь. Посмотрим. Что касается, опять же, ММчика, я только что говорил с Артизи, он говорил о том, что у него вот был ранее период, да, так сказать, взросления, когда он просто шпарил в доту постоянно, и даже несмотря на то, что он рейджил, да, он все равно продолжал, нажимал снова поиск игры, и снова, и в конце концов он, типа, ну, доходил до предела, до точки, когда он уже ненавидел доту. У тебя был такой период? И как ты сейчас вообще относишься к паблику? Ну, сейчас, наверное, и... Я сейчас играю в доту, то есть, там, условно, если я в день играю 15 игр ММа, то это не значит, что мне это нравится. Я больше как убиваю этим время. То есть у меня есть свободное время, и я сижу и играю в доту. Ты ничему никогда не научишься. То есть если ты хай-ПТС игры, они сейчас не хай-ПТС игры. Ты ничему не можешь научиться у врагов, у своих тиммейтов. Ты просто играешь, жмешь кнопки. А когда-то было так, что ты мог научиться на хай-ПТС? Ну, раньше я много чему мог научиться у многих игроков. Сейчас это более... Ну, то есть я смотрел все реплеи про игр, а раньше я даже смотрел реплеи ММов. Но сейчас это делать, ну, то есть вообще нет смысла. Нет смысла. Роджер говорил, что он вообще считает, что тот же самый минор не имеет никакого смысла смотреть, не смотрел ни одной игры, потому что там типа вот эти долгие катки, которые не имеют никакого значения, совершенно другой темп игры. Ты тоже не смотрел? Я смотрел каждую игру минора, именно стадию драфта. Понял. Именно что происходит в игре, мне не особо интересно, потому что я уже на стадии драфта знаю, что будет происходить в игре. И как ты оцениваешь уровень? В финале хотел, чтобы Ихом выиграли, честно. Очень сильно уважаю там Феррари, Ксяуэйта, Ксин, Кью, вот этих всех игроков. Ну, они красавчики. Ну, обидно, вот, что проиграли. Ну да, и NIP вышли. Но с другой стороны, видишь, они смогли продолжить свою в Венерах, там обыграли. Да, молодцы. Если вот сейчас выделять какого-то MVP, какого-то центрального человека в рамках Диснейленда, начала, да, то есть и групповой стадии, и плей-оффа, кого бы ты выделил из тех, за кем ты наблюдал? Ниша Самаил, скорее всего. Ну, как обычно, все тир-1 игроки, то есть они никогда не избавляют. Да, кстати, по поводу ниши, соответственно, человек вообще выстрелил, казалось бы, ниоткуда. Ну, то есть мы знаем, да, что он там в польской команде до этого играл. Ты за ним наблюдал до того, как он попал в Secret? И вообще, насколько он талантлив? И как так получилось, что он настолько быстро взорвался? Я с Нишей знаком еще лет с 13. Ну как, то есть мы с ними общались, там, мы не друзья. Мы просто друг друга знаем, мы очень много скримились. Там, я играл там в Scary Phases, он играл в Alternate Attacks. И мы с того времени еще друг друга, то есть, знаем. И потом постепенно он начал менять роли и стал кор-игроком. Ну, То есть он был саппортом изначально? Он был оффлейнером, был мидером, был кэрри. Ну вот сейчас он кэрри. И видно, что если человек может справиться, считай, на каждой роли какой-то, то он хай-скилл игрок. По нему было сразу видно, что он выделялся. Понял. И ты ожидал, что он все-таки в конце концов может? Я не ожидал, что будет именно прям так, но да, он силен очень. Но ты считаешь, что он сейчас один из лучших? Абсолютно. На твоей позиции. Есть там условно 5-6 команд тир-1.
тир-1 уровня, у которых есть core-игроки. И примерно они все более-менее равны сейчас. Нет такого, что какой-то игрок сильнее другого. Это больше в командное взаимодействие. То есть сейчас уже решает. практически механика не так важна? Да, но все равно ты должен иметь этих двух игроков. Они примерно по силе равны, почти все. Но именно в командном взаимодействии ты должен быть сильнее. Понял. Что касается, опять же, драфтов, да, мы знаем то, что, постепенно в какой-то момент ты вошел снова в пике, да, то есть вместе с Соло, вместе с Арзиком. Хотел ли ты этим заниматься, насколько и почему вообще к тебе эта идея пришла? Ты про начало года? Да, то, что ты взялся за драфты. Да я и до этого драфтил всегда. Я вообще считаю, что мы играем вместе 3 года только потому, что у нас есть 2 драфтера и 2 мнения. То есть, когда у нас что-то не получалось в командной игре, все сыпалось, что-то шло из рук вон вообще, мы могли поменять драфтера и освежиться, то есть все начать сначала. У одного человека другие идеи, у другого другие, как играть, выбор героев, и все. То есть ты можешь никого не менять, но ты рефреш происходит, и у тебя новые силы появляются. Так что наверное, это главный фактор. Себастьян, соответственно, Себ, которому, кстати, ты поменял никнейм, судя по его, опять же, рассказу, он говорил о том, что ты его начал постоянно Себом называть, и именно поэтому он сменил с Мэда на Себа. Вот. Что касается его, он говорил о том, что он никогда в жизни не смог расколоть Винксов в свое время, да, то, как они мыслили, то, как они драфтили и так далее. И сказал, что сейчас ближайшая команда вот к такому стилю игры, когда ты не знаешь вообще, к чему готовиться, это секреты. Ты с ним согласен, что эти парни совершенно непредсказуемы по драфту в качестве как раз-таки одного из капитанов? Да, на самом деле нет. Есть ли какая-то команда, которой вообще невозможно подготовиться по-человечески, которая супер разнообразна? Нет. Нет. Нету такой команды. Окей. А что касается как раз-таки OG, Себ говорил о том, что они вообще не смотрят на мету, ни сотой секунды, да, то есть работают чисто из того, что у них в голове. Вы примерно таким же образом действуете или все-таки посматриваете на то, как другие играют? Это зависит от того, как ты подготовлен к турниру. То есть, если ты на турнир приехал с идеями в голове, у тебя есть своя мета, ты ее создал сам для себя, то вот как условно было в Чунсине. То есть мы создавали мету. Да, вы были трендсеттером. До гранд-финала мы создавали мету, потом Secret нас переиграли. Стокгольм-мажор мы ничего не создавали, мы приехали в роли аутсайдера. Этого никто не знал, но так получилось, что мы были в очень плохой форме, но по ходу турнира мы очень хорошо поняли мету и начали ей следовать. В тот момент, как Secret, ее абсолютно не понимали, я считаю. Так что зависит от твоей подготовки. И какая она у вас сейчас, по-твоему? Да, мы достаточно хорошо подготовились. У нас был буткемп даже 10 дней. Так что я считаю, что мы подготовлены. Матч с OG был такой, некой ошибкой, что ли. Так что постараемся исправиться. Я думаю, что, в принципе, на этом можно закончить, потому что лично я все узнал. Давай последние слова фанатам, наверное, которые тебя поддерживают и которые явно будут вместе с вами на Диснейленде. Спасибо всем, кто за нас болеет, поддерживает. Привет нашим спонсорам и организации. Да, всем пока-пока. Спасибо тебе, Рамзик, что ты пришел.